Планирую. Приветствую вас, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы собрались снова. Павел и я решили сделать для вас подарок. И будем мы просматривать информацию очень интересную, которая волнует всех, которая, скорее всего, более важна на данный момент, нежели чем что он думает обо мне, скучает ли, что у него на душе. Вот эти всякие, ширпотреб расклады, которые обычно, вы видите на просторах "Ютуба". Большая честь, Павел. Спасибо, что пришел опять. Мы видим твои руки, видим у тебя колоду карт. Расскажи, что будем сегодня делать. Ну, всем привет. Э, Вопрос такой, что изменится в мире с приходом власти Дональда Трампа, с его официальным вступлением в должность, которое произойдет 20 января 2025 года. Мы с Мэри сейчас посовещались и пришли к выводу, что наиболее точно характеризует господина Трампа у нас король жезлов. Вот я его подготовил уже заранее. Почему, Мэри, мы решили, что у нас король жезлов? Это господин. Ну, понимаете, в чем дело? Очень многие люди, когда пытаются совместить, характеристику карт Таро, с какими-то личными характеристиками, используют тупо положение Солнца в натальной карте человека. Там, например, он родился, в мае месяце, он Телец, значит, это король пентаклей обязательно. Но также надо смотреть конкретно на действия. Вот, Павел очень хорошо мне объяснил перед нашим эфиром. Павел, что ты сказал про Трампа, да? Что он много говорит, и пока что никаких особых действий-то и не видно, да? Ну, в принципе, да, и первый срок. Дело в том, что Дональд Трамп, он в большей степени популист, если говорить о политике. Он, конечно, талантливый бизнесмен, у него этого не отнять, но если говорить о политике, то он в большей степени популист. Он делает много громких, ярких заявлений, которые в том или ином контексте отзываются большей части жителей страны, большей части избирателей. Так сказать, он действует его заявления направлены на глубинный народ. Очень сейчас популярный термин. То есть людей, которые составляют основу государства, которые ходят на работу, платят налоги и прочее. Вот. Его основная часть его заявления, она направлена на этот самый глубинный народ. Именно его громкие заявления на этапе предвыборной кампании обеспечили ему победу. Мы видим, что даже колеблющиеся штаты встали на сторону Трампа. Более того, что многие откровенно демократические штаты, скажем так, республиканились. Дело в том, что то, что говорит Трамп, отзывается большей части населения. И это как раз вот есть атрибуты власти, не сама власть как таковая, такой теневой кардинал, это больше, допустим, подходит к короля мечей, а именно вот атрибуты власти, которые обеспечили э, ему, во-первых, приход к власти, а во-вторых, обеспечили его популярность и то, что сейчас происходит в мире. То, как много говорят о Дональде Трампе, то, как много обсуждают его заявления, это как раз все есть атрибуты власти. Хотя, если вот так вот трезво взглянуть на ситуацию, господин Трамп еще не сделал ничего, что можно было как бы оценить его действия, оценить его эффективность именно в роли политика. Он сейчас пока только делает громкие заявления, какие-то назначения, и на этом, собственно, все. Вот, поэтому в данной ситуации, в данном контексте больше всего Абсолютно верно. Согласна с тобой, Павел. эти. Мгм. Да, чё? Согласна с тобой, Павел. И, наверное, для наших телезрителей, которые только вступили на путь
скажем так, Таро, да, карт Таро. Выбирайте сигнификацию, людей, не основанную на положении Солнца в гороскопе, да, то есть там он Козерог, выберем Пентакли, или он Стрелец, выберем посохи. А смотрите в купе и в целом, что же там происходит, как человек выглядит, как разговаривает. То есть используйте фантазию. В данном конкретном примере быстрое решение Трампа, как ты сказал, Павел, назначение еще до захода повторного в Белый дом, а также его достаточно, ну, скажем так, себелюбивые, стремительные, как посохи, да, действия. Что касается и увольнений, что показал его прошлый срок, да, что он увольняет людей, которые к нему нелояльно относятся или которые не показывают определенного подобострастия. Это за ним заметили уже. Это все поведение типичное вот этой энергии посохов. Ну что, поехали? Да, ну смотрите, структура расклада, собственно говоря, она будет достаточно простая. То есть эм, действия президента, тем более такой державы, как Америка, характеризуется, условно говоря, тремя направлениями. Первое направление – это внутренняя политика, второе – это экономическая его политика какая-то, и третье – это внешняя политика. Соответственно, мы сейчас будем раскладывать около господина Трампа эти направления, добавляя дополнительные карты. Итак, ну, собственно говоря, поехали. Я уж сяду, как мне удобно. Скажи, пожалуйста, Вопрос, Павел, кто будет? есть ли у тебя возможность видеть мой экран время от времени? Я думаю, может быть, достать пару дополнительных карт, из, прекрасной Ты американской колоды доставай зомби. просто, доставай просто, говори мне, возможности нет, потому что у меня это Мгм. записывающее устройство, скажем так, закреплено на штативе над столом, поэтому я Мгм. не вижу. Так, вопрос, значит, у нас, что произойдет после 20 января в трех направлениях? Как Трамп будет вести себя, да? Да. Итак, смотрим. Ситуация, связанная с внутренней политикой. Императрица. Ну, какие мысли, Мэри? Ну, скажем так как императрица была перевернутая Нет, изначально, перевернутой карты не читаем. Они все в да. нормальном положении, просто я колоду как бы взял в таком положении, поэтому она Мгм. перевернулась. Вот. Ам, Перевернутую, в мгм. принципе, я не уважаю эти значения, потому что, ну, изначально, как сейчас объясню коротко, почему, если достать карты из колоды, перемешать их и начать гадать, они все будут в одном положении. Чтобы они попереворачивались, это вам как-то надо вот колоду вот так вот крутить, вертеть. Мгм. Мгм. Вот. Поэтому давайте прямое положение. Берем прямое положение. Да. Интерпретация такая, что, товарищ Трамп возвращается к изначальным идеям отцов-основателей Америки, и берет, внутренняя политика берет ракурс на самодостаточность, определенные изоляционистские мотивы там тоже будут присутствовать, но с привкусом того, что посмотрите, какие у нас богатства, недр земли, нам есть чем заняться самим. Как ты думаешь, Павел? Императрица, ну, в целом верно. Императрица, прежде всего, это рачительная хозяйка. То есть та, которая держит все на контроле, которая не склонна к лишним тратам, которая не склонна к показной роскоши, которая следит за всем, что происходит в ее империи. Это император, условно говоря, танцует на балах и ездит на парадах, а императрица ведет хозяйство.
Поэтому я думаю, что с приходом Трампа, несмотря на то, что карта положительная, императрица, ситуация для так называемого глубинного народа в США станет хуже. Почему хуже? Потому что США перейдет в режим, скажем так, экономии. Оно перестанет, государство перестанет тратить деньги на какие-то социальные вещи в таких количествах, как сейчас это происходит. Оно перестанет субсидировать отрасли, которые не приносят дохода. Оно порежет серьезно грантовую политику, которую сейчас США за время демократов развили очень сильно. То есть США ждет период экономии, но экономии не такой, когда жрать нечего, а экономии такой, что, ну, когда люди копят на какую-то большую важную покупку. То есть деньги есть, но попросту мы их не тратим. Вот. И в этом нет ничего плохого. Это, в принципе, коррелируется с его предвыборной программой. Хватит как бы тратить деньги куда попало, надо Хватит подумать. кормить Кавказ. Вот. Предвыборная программа Трампа. Хватит кормить всех, кроме Америки, он говорит. Да-да. Вот. То есть это, в принципе, коррелируется с его позицией, но просто на фоне этого, скорее всего, и в США будет не очень хорошо. То есть вот те клевские кредиты под минимальные проценты, та сказочная ипотека, то вот субсидирование на всех возможных направлениях, оно уйдет в прошлое. То есть людям придется как бы подзатянуть пояса в плане того, что избавиться от лишних расходов, что может нанести серьезный удар по развитию эпохи потребления. То есть вполне возможно, что ну, культ потребления в США начнет потихонечку уступать свои позиции, отдавая пальму первенства рациональности расходов. А, Теперь смотрим, что будет с внутренней политикой. Тут опять карта самоизоляции, четверка пентаклей. Это карта родного дома, что Четвёрка опять, посохов. да, извиняюсь, четверка посохов, что опять-таки соответствует его предвыборной кампании «Все для Америки». То есть это замкнутость, это сосредоточенность на своих проблемах, это история, связанная с выстраиванием комфортного бытия внутри США. То есть он будет решать проблемы, которые накопились за период правления демократов, так чтобы ну, США стало для его жителей родным домом. То есть абсолютно, опять-таки, соответствует заявке, которая была на выборах Слушай, сделана. Павел, можно я тут чуть-чуть вклинюсь? Да, И вот конечно. слушая, сейчас телезрители слушают, смотрят этот расклад и думают, а что же случится со всеми этими детьми Поволжья, вот этими двухметрово-ростыми увольнями из там Китая, каких-то арабских стран, мексиканцы, да, которых пачками понапривозили там, в город Нью-Йорк, в штат Колорадо и так далее. Разрешишь, я Это будет сейчас правда вытащу волна. Да, карту давай, из своей давай. колоды? Да-да, да, говори. Говори, вытаскивай карту и говори, что у тебя. Сейчас посмотрим, что произойдет с понавезенными ребятами. Ведь то, что показывает нам Павел, там политика достаточно выстроенная и четкая, да, политика «мой дом», «don't tread on me», «мой дом», Политика «мое консервативная, да. пространство». Сейчас, что? Мы видим, первое, мы видим здесь тройку посохов. Надо принимать во внимание саму колоду. Это зомби-таро, очень интересные. Здесь мы видим такую как бы собачку-человека, который показывает какую-то косточку и ее тренируют. А, так,
Я прошу прощения, это тройка пентаклей, господи. Вот, и тут же выходит как объяснительная карта тройка посохов. Тройка пентаклей, тройка посохов. Я так понимаю, что, здесь вот та политика, когда каждому человеку, давалось $300, например, в штате Нью-Йорк в неделю на расходы, скорее всего, будет пересмотрена. И даже если будут даваться какие-то деньги, то они будут даваться на группу людей, а не индивидуумам. А, Здесь, возникнут какие-то проблемы, семерка пентаклей, возникнут проблемы с тем, чтобы экспортировать вот этих всех ребят назад. То есть почему-то надо будет ждать, может быть, их будут группировать, в семьи, в какие-то национальности, чтобы чартерами отправлять обратно. Но тем не менее, все это будет предано огласке, вот то, что будет делаться с, понаехавшими ребятами нелегально, и через некоторое время, скорее всего, их обратно, перебросят. Причем какая-то альтернативная, ну, медиа, да, альтернативные каналы будут ругаться на тему того, как с ними плохо поступают, с иммигрантами, приехавшими нелегально, и какие они бедные и несчастные. Павел, продолжай. Ну да, и теперь у нас осталась внешняя политика. Что, собственно говоря, будет в ней? Э, Король мечей. Ну, М, политика Трампа будет достаточно агрессивной на внешней политической арене. Он будет предпринимать решительные жесткие действия для того, чтобы как бы отстаивать мгм. интересы США и э, Можно ли добиваться своих целей. вытащить, Павел, 2 дополнительные карты? Будет ли, вот эта мечевая энергия Да, проявлена по отношению к Евросоюзу или по отношению к я России? вот сейчас хотел 3 достать, Да? карты дополнительных сюда, потому что есть 3 как минимум направления. Мгм. Первое — это ситуация на Украине, второе — это отношения с Евросоюзом, и третья ситуация — это вокруг Тайваня. Мгм. Вот. Это 3 очень важных направления, которые, собственно говоря, противодействие России, противодействие Китаю и, собственно говоря, дальнейшая кастрация Евросоюза. Отличная идея. Вот. Сейчас мы с тобой посмотрим. Первая у нас ситуация с Евросоюзом. Э, Шестерка. Мгм. Второе — это у нас Тайвань. Двойка. Обратите внимание, карты мечевые все. Мгм. Третье — это ситуация с Украиной, чем там все повешенный. Мгм. Тут мне даже комментировать, особо нечего, потому что, смотрите, шестерка пентаклей, ой, шестерка мечей, что она нам скажет? Ситуация с Евросоюзом. Это говорит о том, что США будет уходить из Евросоюза, бросая их на произвол судьбы. Исход из, Евросоюза, но как бы, с прибылью для себя. То есть шестерка мечей — это карта не бегства, это карта, когда ты собрал скарб и уходишь куда-то к лучшей жизни. И вот ситуация такова, что, за период правления Трампа высосут из Евросоюза все соки, какие только возможно. Мгм. Мгм. А, и собрав эти богатства, какие у них есть, они спокойно осядут у себя на материке и будут дальше жить. Ситуация с Тайванем останется неизменной, потому что двойка мечей — это слепой выбор, когда из двух вариантов будет, оба, когда ты выбираешь из плохого и очень плохого.
Вот сейчас, Мэри, достань карту, чтобы посмотреть, как у тебя отыграется двойка мечей. Когда я вижу двойку мечей в раскладе, я всегда достаю 2 дополнительные карты, потому что я хочу знать, между чем и чем, происходит этот выбор. Сейчас мы у меня тут начинают падать предметы. Сейчас мы глянем. О! Выбор у нас между восьмеркой кубков. Обратите внимание, тут дамочка убегает из торгового центра, а за ней ползут зомби. Машины брошенные где-то вокруг торгового центра стоят, но мы видим, что у нее меха, что у нее красивая сумочка и чемоданчик. И класть она хотела на всех те зомби, которые за ней ползут. Выбор между этим и девяткой мечей. Девятка мечей. Мы здесь видим сестру, которая непонятно, хочет ли она прибить этого больного, лежащего на кровати, или хочет ему помочь. В общем-то, здесь ситуация очевидна. Скорее всего, выбор между тем, чтобы уйти полностью от Тайваня и развивать производство именно чипов, да, у себя, на родине, на территории Америки. Обратите внимание на этот чемоданчик с технологиями. И выбор, ну, скажем так, чуть-чуть покошмарить всех вокруг, и Тайвань в том числе, каким-то, может быть, оружием, может быть, поиграть какой-то силой для того, чтобы спалось им непросто. Вот такой вот выбор. Ну, твои дополнительные карты очень показательные. Сейчас я Кстати, объясню. на дне колоды здесь король мечей, то есть это тоже дает определенную окраску вот этому выбору. Мгм. Да-да. Вот, сейчас объясню, почему. У тебя получилось 8 пентаклей, да? Восьмерка кубков и Кубков. девятка мечей. Мгм. Мгм. А, ну, прежде всего, давай поговорим о девятке мечей. Девятка мечей – это ситуация, связанная с отчаянием. А из-за чего может возникнуть отчаяние у такого великого государства, коим себя позиционируют Соединенные Штаты на данный момент? Как думаешь? Ты знаешь, в наш век Плутона в знаке Водолей отчаяние может возникнуть из-за разорванных логистических связей. Я полагаю, что так. В смысле логистических связей? Дело в том, что Америка на данный момент до сих пор, что касается производства определенных деталей, частей, электроники, зависима от тех технологий, которые существуют на территории Тайваня. Которые они, то есть они туда экспортировали свои эти, да? Да, да-да-да. Да, девятка мечей – это как раз и есть что-то связанное с поневоле. То есть, понимаешь, когда нет возможности выбрать. Допустим, вот если говорить про отношения, самый яркий пример – это когда у женщины, извиняюсь, ничего нет, она вынуждена жить в квартире мужа, и у нее нету каких-то, ну, своих, скажем так, накоплений, и она вынуждена, ну, полностью от него зависит, и она терпит все его а, выкрутасы, чтобы только не остаться на улице, да? Мгм. Вот. Но у нас, Жизненный пример. ну, Мгм. да, куда деваться. Вот. Но у нас здесь имеется еще вторая карта, которая называется «Восьмерка кубков». Это начало долгого пути, начало восхождения в гору, начало пути к независимости.
То есть смотри, как я и сказал, двойка мечей — это ничего по поводу Тайваня не произойдет абсолютно. Никакого военного конфликта не будет, потому что США заинтересованы в производстве этих компонентов на территории этого государства, острова. Оно не государство, это территория Китая все-таки, если исходить из норм международного права. Вот. И они заинтересованы в этом производстве, но в то же время в этот период правления Трампа они начнут освобождаться от этой независимости. И именно это будут действия, о чем говорит твой самый король мечей, который у тебя лежит на дне колоды. То есть политика в Юго-Восточной Азии, по всей видимости, не поменяется. Они как сотрудничали с Китаем, так и будут продолжать сотрудничать. Инвестиции как были, так и будут продолжаться. Мгм. Это такой напряженный мир, но он так и останется. Просто, опять-таки, исходя из нашей карты экономической стратегии, все в дом и создание идеального дома у себя дома, они будут переносить все эти производства, переносить эти технологии, переносить все это внутрь. Ну, в принципе, что как раз и связано. Ситуация с Украиной вполне понятна. Все уйдет до минимума. Повешенный — это ситуация, когда ни жив, ни мертв, условно, но скорее мертв. То есть будет финансирование, скорее всего, продолжится, но будет оно крайне скудным и эпизодичным. Скажи, пожалуйста, Павел, а как ты интерпретируешь тот факт, что когда мы смотрим ситуацию с Украиной, нам выходит карта старших арканов повешенный, Это и говорит о том, очень что это старшие арканы в раскладе всегда говорят о том, что это скоро свершится. То есть процесс либо уже происходит, либо вот-вот произойдет. То есть ситуация по поводу вот именно Украины говорит о том, что, э, ну, собственно говоря, нам следует это ждать в ближайшем будущем. Если мы видим по Тайваню и Евросоюзу процессы длительные, так как это карты ситуационные, описывающие действия двойки, вот от двоек до тузов, там, условно говоря, это карты ситуационные, которые в той или иной формате описывают нам действия. И здесь вот такая же история. То есть это действия, которые будут начаты в период правления Трампа и будут продолжаться, и будут направлены на стабилизацию вот именно внутренней политики, вот как раз вот эти карты, они дополняют нашу вот четверочку, Мгм. то есть все в дом. Великолепный расклад, но я полагаю, что Вот. наши телезрители сидят и думают: "Ну как же повешенный? Какой же повешенный, если вот уже полетел орешник?" Если встреча немцев, и поляков, и всех остальных, друзей из Евросоюза в Варшаве закончилась, громким: "Если Трамп нас оставит, то мы все равно будем продолжать, Вот эта карта как бороться". раз вот эта вот карта как раз и дополняет. Тем самым вот этим заявлением они дают США повод уйти из Евросоюза, выжив его окончательно. Мгм. О чем И мы вот вот, собственно говоря, говорили. Они могут говорить все что угодно. мгм. Абсолютно. Это их право. Может быть, мы посмотрим, период до 20 января 25 года Я касательно Украины. думаю, Я думаю, это у я всех на уме. Да, это просто отдельный расклад нужен, не М, связан как бы с вот именно, я думаю, это будет следующая тема нашего следующего вебинара. Вот, давай, просто это нужен отдельный расклад на вот да, эту ситуацию. Он в да. рамках этого не получится сделать. Смотри, теперь по внутренней политике, да, Мгм. а, что нас интересовало по внутренней политике. Ты спрашивала про парней, да, всяких. Дети Ну, Поволжья. Да-да. давай посмотрим, как будет выглядеть ситуация с трансгендерами, со всеми вот этими историями, про Отличная которые идея.
говорим. Ну, карты говорят сама за себя. Восьмерка мечиков. Ждать какой-то радости Мгм. этим М. гражданам не стоит. Твоя интерпретация какая? Ты знаешь, Павел, я об этом говорила в 2020 году. На меня тогда смотрели американцы и крутили пальцем у виска. Потому что тогда в моду только заходили усатые мужички с накрашенными губами и на каблуках. И эта мода охватывала всю Америку, всю Европу, особенно Германию. Усатые мужички с помадой были даже на билбордах, я помню, в городе Франкфурт, везде, везде. М, И я тогда сказала, что когда коллективные планеты зайдут в знак Овна, то вся вот эта тема «давайте defund the police», давайте отнимем деньги у полиции, давайте дадим денег бездомным, жалким и безработным, давайте любить накрашенных мужчин. Вся эта тема сойдет на нет. Просто потому, что коллективные планеты диктуют тренды и задают тренды. Я вчера провела один очень интересный эфир. Я им очень довольна, где я говорила про тренд на милитаризацию. Этот тренд был задан соединением Плутона и Марса, и мы видим, как он разворачивается. И, в общем-то, там я подтверждала некоторые из своих астрологических прогнозов. Ну, А, следующий вопрос. Ну да, если ты не закончила, да, чё? Нет, ну, в общем, твои карты в цвет выдают то, что астрологически должно быть. Мгм. Ну, теперь смотрим дальше, что будет с глубинным народом. И здесь у нас выпадает Паш Пентаклей. Паш Пентаклей — это говорит о том, что Трамп а, сделает условия для того, чтобы вот этот самый глубинный народ, который составляет основу государства, условно говоря, электорат консервативный, чувствовал себя хорошо, комфортно и защищено. Он не будет раздавать деньги направо и налево тем же рейдникам или еще кому-то. Скорее всего, он просто сделает такие условия, что честно трудиться будет интересно, выгодно и приятно. И это очень важная карта, которая нам говорит не только о том, что ситуация с глубинным народом поменяется, она нам еще говорит о том, что, скорее всего, новомодные тенденции, когда человек ничего не приносит в экономику, будут уходить в прошлое. В данном случае я говорю о блогерах, инфлюенсерах и прочей публике, которая по факту не приносит в экономику никакого вклада. Вот. Это очень интересная карта. За этим вопросом стоит наблюдать. Это вообще перелом, скажем, существующего тренда. Если Трампу удастся это сделать, это будет, ну, как бы великое дело. Он наконец-то развернет мир от розовых слонов мифических и скачек перед камерой к реальным действиям. Мгм. Спасибо огромное, Павел. Это Ну, действительно очень еще, интересная еще карта. одна карта, подожди, еще одна карта — это его социальная политика. То есть, ну, собственно говоря, как США будет строить социальную политику государства, как она будет у них там развиваться, социальная поддержка будет развиваться и прочее, прочее, прочее. И здесь у нас девятка мечей говорит о том, что государство станет более капиталистическим. Жить за счет государства и существовать поколениями на пособие, ну, это как бы уйдет в прошлое. То есть США ждет сворачивания экономической вот этой поддержки.
Обалдеть. Давай чуть-чуть вернемся к пажу Пентаклей. Знаешь ли ты о том, что Трамп назначил Илона Маска на одну из должностей? После этого поднялись цены на биткоин, и люди опять стали закупать коины, скажем так, монетки дигитальные. Думаешь ли ты, что при правлении Трампа, ну, по моим вычислениям, оно будет недолгим, а именно вот в физическом его теле, да, правление. Но тем не менее, думаешь ли ты, Павел, что какое-то введение альтернативной валюты, криптовалюты будет возможно на платформах таких, как Amazon, например, или что-то еще? Мгм. Колесница — это не то, что возможно, это будет. И причем будет сделано достаточно быстро. Мгм. Благодарю. На этой позитивной ноте, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу телепередачу, и будем просить Павла прийти к нам еще раз, и будем смотреть ситуацию с летающими мечами, которая разворачивается перед нами на данный момент. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это как-то поможет. Надеюсь, вы как-то откорректируете свою жизнь в этих условиях и возьмете курс правильный. Ведь что такое система предсказаний? Система предсказаний — это возможность поменять что-то в позитивную для себя сторону. Это не окончательный приговор, что так будет и все. Это рассказ о том, как будет, если ты ничего не будешь делать. Но в данной ситуации ты ничего не сможешь сделать с Трампом, понятно, ничего не сможешь сделать с его взглядом на политику, как внутреннюю, так и внешнюю. Но ты вполне себе можешь подготовиться к этой ситуации, вполне себе можешь сделать какие-то, ну, подстелить соломки, либо радостно наслаждаться его политикой, если ты ее разделяешь. Вот как-то так. Хочется сказать: "Ура, товарищи!" Ну что же, в интересное время живем. Действительно, в очень интересное время мы живем, и я рада, что вокруг есть такие умные, интеллигентные, образованные люди, которые могут нам рассказать, что происходит, и немного сориентировать. Благодарю. Все, до Спасибо. новых встреч. Спасибо, пока. Пока.